Представьте, одним прекрасным утром вы отправляете ребенка в школу, спокойно идете на работу, а в обед из городских пабликов узнаете новость. Школу, где учится ваш ребенок, окружили несколько десятков мужчин с иконами, флагами и кастетами. Не выпускают из школы первую смену и не впускают вторую. Требуют выдать им одного из учеников. Директор школы вызывает полицию. Те приезжают, но не вмешиваются и, похоже, не особо знают, что делать. Ведь школу окружили не бандиты, а уважаемые люди, члены крупной общественной организации «Русская община». Ровно такая ситуация не так давно произошла в одном из городов Ростовской области. За 4 месяца до описываемых событий в этой школе учительница поругалась с девятиклассником на национальной почве. Оба оскорбили друг друга, ролик с записью оказался в интернете. А позже попался на глаза одному из активистов русской общины, и понеслось. К школе прибыл десант и потребовал выдать им школьника для разговора. Мы с вами не раз уже говорили, чем бы ни закончилась война с Украиной, основная опасность, которая грозит России, не оккупация злобным НАТО, не развал страны, а картелизация и ползучий бандитизм. Превращение в территорию, которую контролируют военизированные организации. На своей земле они управляют всем. Под ними вся преступность, начиная с торговли наркотиками и оружием, заканчивая коррупцией. Под ними весь бизнес, они разрешают споры, дают или не дают нормально работать, и в их руках закон и порядок. Они сами следствие, суд и наказание. И активность русской общины, особенно заметная в последние пару лет, максимально приближает нас именно к такому развитию событий. Только перед тем, как начнем, напомню, если у вас плохо грузится YouTube, в описании ссылка, как бесплатно ускорить, в том числе спонсор этой рубрики Liberty VPN, где месяц бесплатно. Полтора года назад в Екатеринбурге русская община участвовала в рейде силовиков на стройке, где рабочих из Центральной Азии заставили ходить гуськом. Прошлым летом на уличном рынке в том же Екатеринбурге члены русской общины стали бесплатно раздавать прохожим овощи и фрукты с прилавков продавцов, которых полиция задержала для проверки документов. Полицейские не вмешивались. Месяц назад больше 200 членов русской общины собрались в московском районе Некрасовка патрулировать улицы. Но это уже слишком походило на публичную акцию, поэтому полиция сходку разгнала. С русской общиной связаны и другие истории. В Ленинградской области их члены вломились в квартиру якобы из-за жалоб соседей на шум. В результате случился пожар. Один человек погиб в огне, а еще один, молодая женщина, выбросилась из окна, получила ожоги, травмы, но выжила. Русская община замечена во всяком. Тут и массовые драки, и похищения, и угрозы и принуждение к извинениям на камеру. И все это происходит не локально как-то, а практически по всей России. Русская община – ультранационалистическая организация, которая публично декларирует свою лояльность российской власти, поддерживает войну и своей целью ставит объединить русских людей для помощи друг другу. Активисты общины воображают себя этакими супергероями. Если где-то творится зло, порок, или если им просто что-то не нравится, они тут же приезжают и решают проблему добрым словом и крепким кулаком. Словом, самовольно берут на себя функции силовых органов. Деятельность русской общины началась в России еще до войны, в 2020 году. Тогда свои усилия решили объединить 3 человека – ковид-диссидент, противник абортов и православный журналист. Звучит как начало анекдота, но история вышла совсем не смешная. В первые годы на общину вообще никто особо внимания не обращал. Мало ли таких групп. По меркам современной России ничего особенно выдающегося. Не новый ЧВК «Вагнер», а так, какой-то мелкий криминал при попустительстве полиции. Несколько случаев криминала не мелкого. Плюс ксенофобия, замаскированная под патриотизм. Бородатые мужчины, иконы и традиционные ценности. Подпевают в такт государственной риторике. Вот их и не трогают. Казалось бы, обычная группка хулиганья, которых в России не одна и даже не 2. В которых особо рьяные граждане порывались сами наводить порядок, бороться с мигрантами, геями, абортами и прочим, что считали пороком и крамолой. Многие из них тоже поддерживали действующую власть. Сколько их было, этих славянских союзов, народных соборов и русских национальных единств. В итоге одни сами рассосались, другие, как движение «Серб»,
стали ручными нациками спецслужб. Третьи вовремя намеков не поняли, что государству их инициативность даром не нужна, и попали под каток. Организации признали экстремистскими и запретили, а организаторов, там Демушкина, Белова-Поткина и Тесака Марцинкевича и других, закатали в тюрьму, откуда кто-то вышел, а кто-то и нет. Но ни одной из этих националистических групп власть не позволила стать тем, чем сейчас является русская община – сетью из 150 низовых организаций, обладающих как минимум в какой-то мере собственной инициативой и независимостью. И это ключевое отличие. Можно попробовать сравнить это с партиями, вот, например, с КПРФ. Это из всех системных российских партий, наверное, единственная, кто плюс-минус реально ведет какую-то работу в регионах. Но даже у нее всего 86 отделений. И часть этих отделений у КПРФ чисто для проформы, и чтобы удовлетворить требования к федеральным партиям. Офис, стол, 2 стула и 3 члена. И уборщица, которая приходит с бюста Ленина пыль стереть. 150 отделений ни у кого нет, а у русской общины есть. И, похоже, все живые. Суету наводят, совместные акции устраивают, заявляют о себе. При этом у 150 первичных ячеек есть общий координирующий центр, официально зарегистрированный как НКО. Этот центр представляет всех общинников, вырабатывает общую идеологию и обеспечивает крышу. Ведь, судя по публичным заявлениям активистов русской общины, ее члены в своих рейдах сотрудничают с МВД и даже выполняют задания ФСБ. Журналисты и правозащитники считают, что община пользуется покровительством Малафеева, Бастрыкина и патриарха Кирилла. Словом, крыша зачетная. Прикрыты со всех сторон и могут творить почти что угодно. Но тут стоит сказать, что членам русской общины сходит с рук не прям все. Обсудим подробнее после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Среди тех, кто имеет право на репатриацию в Израиль, очень много тех, кто на нее не решается. Ведь получение нового гражданства и переезд в другую страну – это очень серьезные шаги. Поэтому для еврейской молодежи существует МАСА – международный образовательный проект, который позволяет познакомиться с Израилем поближе, какое-то время пожить как местный, поездить по стране и пройти там обучение. Проект этот поддерживает государство Израиль и еврейское агентство Сахнут. У МАСА есть множество самых разных программ, в том числе и русскоязычные, их более 60. Вы можете изучать языки, проходить профессиональные курсы, стажироваться в ведущих израильских компаниях, заниматься волонтерством. Длительность программ от 4 недель до 8 месяцев. Возрастные границы для большинства программ от 18 до 34 лет. Для врачей до 40, для волонтеров до 50. Что важно, программы субсидируются государством Израиль. Многие также предлагают стипендии или оплату питания. Так что, если у вас есть еврейское происхождение и вы студент, молодой специалист или выпускник школы, МАСА для вас. Сможете развить лидерские и профессиональные навыки и изменить жизнь к лучшему. Программы безопасны, за этим внимательно следят. Кстати, один из значимых плюсов – бесплатный ульпан. Вы сможете изучать иврит, не тратя государственную субсидию, а потом продолжить обучение. В программах также есть огромное количество экскурсий по всему Израилю. Вы познакомитесь со страной и поймете, подходит ли она вам для репатриации. С которой МАСА тоже помогает. Сможете начать оформление гражданства прямо во время обучения, если захотите. Посмотреть, какие есть программы, и оставить заявку вы можете по ссылке в описании. Продолжаем. Спасибо, что смотрите рекламу, она позволяет каналу оставаться независимым. Мы говорили о том, что общинники пользуются покровительством серьезных людей, вроде Бастрыкина или патриарха Кирилла. Словом, прикрыты со всех сторон. Но справедливости ради, членам русской общины сходит с рук не прям все. Можно найти в паблике новости о возбуждении уголовных дел и даже об арестах общинников, когда речь идет о совсем уж каком-то полном беспределе с гибелью людей или похищениями. Но против самой организации никаких шагов власть не предпринимает, деятельность ее не запрещает и в списки ни в какие не вносит. При том, что общинники уже привычно применяют насилие. Решают так называемые проблемы русских кулаками и кастетами. И власть, которая вообще-то определяет монополию на насилие, позволяет эту монополию разрушать. Происходит это не в первый раз. Система уже обожглась на Пригожине, которому в начале войны разрешили примерно то же самое – создать независимую от государства силу с боевым опытом и оружием. К
Казалось, система выводы сделала и больше насилия в частные руки не отдаст. Именно поэтому появление структуры, подобной русской общине, кажется совершенно невероятным. Однако ж. Первое, что нужно понимать про организации, подобной русской общине, у них есть база. Да, государство уже 20 лет пытается сделать так, чтобы все такие группировки сгинули и новых не появилось. И все 20 лет они растут как грибы после дождя все равно. И дело тут не в том, что в России люди как-то особенно склонны к ультранационализму или вообще к политическому радикализму. Что хотят своими руками вершить суд, причинять добро и наносить справедливость. Дело в том, что таким экстремальным образом сейчас реализуется вообще-то нормальный запрос общества на гражданское участие, на справедливость и безопасность, которые исследователи фиксировали задолго до войны. Как и чего не запрещай, как не прикрывай легальные пути к участию в общественной жизни, максимум, что из этого получится, в нее перестанут соваться самые умеренные и адекватные, а радикальные сорвиголовы останутся. Так что сейчас в России любой радикальный проект, который будет достаточно гнуться с генеральной линии, без добровольцев не останется. В любом городе и даже в любом селе окажется много граждан, недовольных тем, как все идет в нашей стране, но не способных отрефлексировать, в чем реальная причина бед. Они с радостью возложат вину на мигрантов, на геев, на феминисток, на любое меньшинство, до которого дотянутся. И выйдут в рейд, чтобы установить свои правила, если вдруг ощутят вседозволенность. В общем, с вопросом, откуда взялась русская община, все более-менее понятно. Но почему государство сделало для нее исключение и не изничтожило в зародыше? Причины мы можем только предположить, но сделаем это обоснованно. Системе уже сейчас все сложнее выделять ресурсы силового аппарата на подавление постоянно прущей низовой активности. Государство воюет, ему не до внутренних разборок. А тут вот люди, которые не против замарать руки и выступить на его стороне в критический момент. Словом, не можешь победить — возглавь. С этой версией согласуются данные «Медузы», у которой недавно вышло расследование о русской общине. По мнению источников издания, спецслужбы напихали в организацию осведомителей и агентов, чтобы держать ее под контролем. Но позволили развернуться в регионах и даже стали прикрывать, если возникают проблемы с полицией и местными властями. Тут отдельно стоит заметить, что если план завести ручных провластных боевиков и в самом деле был, реализовался он не особо успешно. Ведь на ФСБ и МВД свалилась задача контролировать 150 региональных групп. И не обученного персонала, а случайных персонажей с улицы. И судя по новостям, где эксцессов, связанных с русской общиной, немало, контролировать удается так себе. И это вполне естественно. Возможно, что поддержку русской общине оказывают с прицелом на будущее. Мол, времена нынче тяжелые, под раздачу попадают и олигархи, и чиновники, и силовики. Тут тебе и война, и передел собственности. Вон уважаемые люди то из окна выпадут, то арестуют их прямо в бизнес-джете, то наградным пистолетом к виску потянутся. Наличие под рукой лояльной группы людей, умеющих решать дела с помощью насилия, может стать главным аргументом в разных интересных ситуациях. И вполне возможно, что Малафеев, или Патриарх, или ФСБ, или другие незасвеченные люди и кланы на русскую общину в этом смысле рассчитывают. Очень может быть, что расчет этот не на проект в том виде, в каком он существует сейчас. Исследователи из НКО «Общественный вердикт» высказываются в том духе, что русская община сейчас похожа на консерву, заготовку будущей парамилитарной структуры. Пока ее заняли деятельностью, вызывающей энтузиазм у участников, типа антимигрантских рейдов. Так общинники держатся вместе и пробуют себя в деле, вырабатывают привычку решать проблемы насилием. Плюс налаживают взаимоотношения с армией, с ветеранами и участниками войны. То просто в СМИ выскажутся, мол, одобряем и поддерживаем, то посылку соберут и отправят пацанам. А когда бойцы начнут возвращаться с фронта массово, русская община вполне может предложить им участие в своих рядах. Костяк будущей частной внутренней армии быстро вырастет, стоит только закончиться войне. И пока все выглядит так, будто ситуация устраивает всех. Полицию, потому что русская община может делать грязную работу. Прийти и объяснить, как делать можно, а как нельзя, и при этом раздать пару звездюлей местным хулиганам, например, без какого-либо внимания прокуратуры или иных контролирующих органов. Устраивает РПЦ, потому что русская община двигает самую консервативную и провластную повестку.
женщин на кухню, аборты запретить, феминисток и ЛГБТ на урановые рудники. Ну, чем не повестка для Русской Православной Церкви? А всем членам общины и сочувствующим участвовать, конечно, в церковной жизни и жертвовать деньги на храмы. Власти в регионах община тоже или устраивает, или они просто не решаются ввязываться, потому что ощущают за ней такую поддержку, что лезть туда себе дороже. Не так давно министр юстиции Чуйченко предложил освобождать от уголовной ответственности тех, кто защищал нравственные ценности. Такая норма, если будет принята, официально подводит правовые основания под рейды вроде тех, которыми уже занимается русская община. Видишь безобразие? Пресеки его своими руками. Не нужны ни суд, ни следствие. Русский общинник может и сам квалифицировать поведение другого, мол, у нас на районе так не делают, сам и пресечь, по щам с вертушки. Выглядит это все запутанной многоходовочкой, в которой разные игроки действуют каждый в своих интересах, а в итоге правая рука не знает, что делает левая. Одни думают, что контролируют ультранационалистов, другие, что общину трогать нельзя, у нее крыша ого-го. Третьи думают, что они за нас, потому что говорят ровно как пропаганда по телеку. А сама русская община тем временем становится чуть ли не единственной возможной гражданской активностью, в которую стекаются буйные головы, не ушедшие на войну. Русская община постепенно становится также и привычной частью ландшафта, обычным новостным фоном. Путин, война, отопительный сезон, погром от русской общины. Мы не знаем, что из этого выйдет в итоге. Вполне возможно, уже завтра система опомнится и послезавтра пойдет утюжить сложившуюся структуру русской общины, все ее члены будут объявлены экстремистами, подпишут контракты и отправятся на войну. Но если нет, если организация продолжит развиваться, то сможет принять вернувшихся с фронта непрекаянных ветеранов и в конечном счете стать сначала чьим-то инструментом, а затем и сама себе игроком. Фактически это будет означать, что никакой вооруженной колонне больше не нужно двигаться из Ростова в Москву, потому что она уже в Москве и еще в десятках крупных городов. Организована, видит цель, не видит препятствий. И полиция уже привычно с ней не связывается. Это все. Рецепт прям больших проблем в самом ближайшем будущем. До завтра.